Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы хотим с вами поделиться очень уникальной, в то же время очень простой практикой, которую вы можете делать каждый раз, когда вы покупаете продукты питания. Обязательно покупаете, обязательно скажите про себя именно эти магические слова. И обращаем ваше внимание, обязательно в вашей жизни будет и много денег, будет и здоровье, и достаток, и благополучие. Помните о том, когда вы говорите такие слова, вы приумножаете мыслимые и немыслимые мыслимые блага. Кроме того, обращаем ваше внимание, что эта практика, она очень важна, потому что вы, когда говорите именно эти слова, вы благословляете себя, благословляете то, что вы делаете, и это все приумножается в нашей жизни. Давайте немножечко уделим внимание продуктам питания, что о них нужно знать, на что наши предки обращали внимание, и поделимся такой вот очень важной практикой. Вы знаете, народные приметы, учения от наших предков – это неотъемлемая часть нашей жизни, и они переданы нам для того, чтобы сделать нашу жизнь более легкой, интересной, разнообразной, помочь обратить внимание на то, что ожидают приятные жизненные ситуации, на то, что может произойти действительно что-то нехорошее. Беды и несчастья наполнят жизнь. Это все дает нам возможность освободить свое сердце и душу для того, чтобы встретить вот то хорошее, что должно произойти, или же подготовиться к неприятному жизненному этапу, благодаря чему его с легкостью вы сможете пройти без каких-либо проблем, потерь, сохранив в целостности свое биополе и, конечно же, имеющиеся энергии. А это очень важно для каждого человека. Ну и, конечно же, лучше направить свои силы на то, чтобы быстро справиться с проблемами или же вовсе обойти их стороной, чем потом тратить их на то, чтобы исправлять все то, что нехорошее пришло в вашу жизнь, разрушив в ней то, что человек планировал, строил или добивался. Вся жизнь людей от начала до их появления в мире неразрывно связана с едой. Есть очень много наблюдений, которые передавались из поколения в поколение, поэтому их нужно знать и обращать на них тщательное внимание. Давайте начнем с хлеба. Хлеб – это символ всего доброго. Это изобилия, любви, труда, успеха каждого жилья, и от того, как семья обращается с хлебом, зависит и отношение между членами семьи, а также то, что они способны привлечь в свой дом. Так как хлеб во все времена занимает очень важное место в доме, и без него не обходится ни единый важный случай в жизни людей. С ним встречают гостей и провожают в последний путь. Хлеб отвечает за материальное и духовное состояние человека, энергетическое поле семьи, живущей в таком доме, а также за благополучие и комфорт, наполняющее дом. С ним нужно обращаться, соблюдая все правила, а также с уважением, чтобы не навредить себе. Не стоит в конце дня начинать есть новый хлеб, потому что это приведет к денежным потерям. Если уж нельзя этого не сделать, ни в коем случае его не режьте. Лучше ломайте, иначе вы разрезаете энергетику жилья. Нельзя объедки от хлеба оставлять на столе. Это приведет к денежным потерям. Нельзя и ни за кем доедать хлеб, так как таким образом вы заберете проблемы данного человека себе. Нельзя ни у кого за спиной и есть хлеб, иначе вы разрушите биополе данного человека и привлечете в его жизнь злую сущность. Нельзя класть и буханку коркой вверх. Это к безуспешному завершению всех дел, за которые вы только возьметесь. Нельзя резать буханку с обеих сторон сразу. Это приведет к тому, что те, кто будут есть такой хлеб, утратят свой жизненный путь. Не стоит брать последний кусок хлеба из хлебницы или же с тарелки за столом. Это постепенно приведет к безденежью. Никогда не втыкайте нож в хлеб. Это к несчастью. И не режьте хлеб на весу. Это приведет к проблемам со здоровьем, а также к присутствию врагов в вашей жизни. Нельзя выбрасывать хлеб в мусор. В дом придут серьезные проблемы, от которых будут совсем непросто потом избавиться.
Если человек любит есть корочку хлеба, это помогает ему в такой момент притягивать больше энергии, которые отвечают за счастье. Если упал кусочек хлеба на пол, это укажет, что скоро в дом придут чистосердечные гости. Хлеб, который упал, ни в коем случае нельзя выбрасывать, иначе в вашу жизнь придет череда неудач, а также денежных неприятностей. Если вы считаете, что этот хлеб нельзя съесть, значит скормите его птицам, загадав при этом желание. Тогда оно обязательно сбудется, а вы не навредите себе. Тот, кто относится к хлебу с уважением, будет обязательно жить богатой жизнью. И того, кто съедает даже крошку, ждет полная роскошь жизни. Если вы покупаете булочки, их всегда должно быть парное число. Это же касается и хлеба. Тогда в вашем доме всегда будет жить счастье и успех. Отношения с членами семьи будут крепкими, а энергия одиночества никогда не будет наполнять такой дом. Если будете покупать непарное, то привлечете беды, потери, ссоры. Такой дом будет наполнен и одиночеством. Если когда вы выпекаете хлеб, он лопнул, значит членов семьи ожидают ссоры, конфликты, скандал. Если отслоится верхняя часть, значит грядут серьезные финансовые проблемы. А если женщина будет вилкой накалывать хлеб, не встретит свою любовь. Если у женщины уже есть семья, она может в любой момент распасться. Давайте теперь немножко уделим внимание соли. Вы знаете, что соль – это сакральный продукт и о сильных свойствах, которые известны еще с давних времен. Она обладает разными энергиями, может помогать избавиться от очень сложных проблем и трудных жизненных ситуаций. А также с ее помощью, если она попадет в недобрые руки, можно наложить порчу или наслать проклен, сделать подклад, который очень негативно повлияет на жизнь человека, которого она будет касаться. Если вы рассыпали соль, это привлечет к ссорам, к проблемам. Если рассыпать ее на стол, то будут ожидать серьезные неприятные изменения в семье. Возможно, кто-то предаст, изменит или уйдет из нее. Не стоит брать солонку из рук в руки, так как это привлечет в вашу жизнь проблемы того, кому будете ее передавать. Если просыпете соль на стол, между членами семьи возникнет какая-то неприятная ситуация, которая может перерасти в достаточно сильный скандал. Если рассыпает кто-то из гостей и укажет на то, что энергетика жилья ослабла и срочно нужно провести энергетическую чистку. Не стоит кому-то солить еду. Человек должен это сделать сам, иначе привлечете в его жизнь разочарование, поэтому не позволяйте это делать и со своей едой, так как вас они также будут ожидать. Нельзя покупать соль в понедельник, иначе привлечете в свой дом горе. Нельзя и одалживать соль, так как вместе с ней вы отдадите человеку часть энергетики вашего жилья, а когда он вам ее вернет, отдаст вместе с ней все беды и несчастья, которые наполняют его дом. Если вам предстоит какое-то важное дело, берите с собой салфетку белую с солью, и все получится у вас самым наилучшим образом, а результат обязательно вас порадует. Если идете на первое свидание и желаете, чтобы все получилось с этим человеком, возьмите с собой 3 кристаллика соли. После свидания выбросите их через правое плечо, от души проговорив желание. Если вас тревожит бессонница, кошмары, разместите под спальным местом соль, и все уйдет. Если случайно перепутаете соль с сахаром, это указывает на то, что в дом придет приятное известие, которое наполнит его позитивом. Ну а чтобы в дом пришла гармония, а также финансовая стабильность, купите деревянную солонку. Если желаете, чтобы пришло счастье и любовь, купите в таком случае фарфоровую солонку. Вот если между супругами возникают частые размолвки, а связь ослабла, нужно в спальне во все углы насыпать по щепоточке соли, тогда все проблемы уйдут. Если вас кто-то предал, очень сильно обидел, накалите сковороду хорошо и бросьте на нее по щепотке соли. Пока будете сыпать, рассказывайте о том, что накопилось у вас на сердце. Так нужно сделать 7 щепотками, после чего смыть их в канализацию. Когда закончите, на сердце будет спокойно, а от обиды не останется и следа. Далее молоко. Вы знаете, молоко – это еще один очень важный
энергетический продукт. Его используют для того, чтобы притягивать энергии красоты, успеха. С его помощью можно избавиться от порчи и даже с глаза. Если вы увидите, что банка или пачка с молоком протекли, это укажет на то, что ваш домовой гневается, так как вы не следите за энергетикой жилья. А если молоко быстро скисает, это указывает на то, что ваш дом полон разрушительных энергий. Возможно, своими какими-то действиями вы притянули в дом злую сущность. Но если молоко убежало во время того, как вы его кипятили, это указывает на то, что в дом придет несчастье. Поэтому сразу уберите его и скажите такие слова: молоко не сбегало, несчастье не привлекало. Таким образом, вы нейтрализуете данную народную примету. Если свернется, когда будете кипятить, это к приятным неожиданностям и крупным покупкам, о которых вы, возможно, давно думали. Если вы прольете молоко на кухонный стол, это значит, что вы где-то свернули не в том направлении, и что вам нужно срочно пересмотреть свои взгляды на жизнь, пока не стало поздно, но убирать молоко не стоит. Пусть так останется до рассвета. Далее скажите такие слова: «Домовой, помоги, молочко в дар прими, правильный путь подскажи». Ночью вам приснится то, на что стоит обратить внимание. Если молоко прольется на пол, нужно сразу же его убрать, так как это плохой знак, указывающий на то, что с кем-то из членов вашей судьбы произойдет неудача. Возможно, о нем будут распускать плохие слухи, на которые отреагируют близкие сердцу человека, и они сильно поссорятся. Но вот если вы будете нести молоко, а у вас подвернется нога, или вы споткнетесь о порог, пролив при этом молоко, такое действие укажет на то, что вашу семью ожидают очень приятные и прибыльные перемены в ближайшее время. Но если вы пили молоко и облились, это к тому, что успехи и удача придут в вашу жизнь. Поэтому нужно смело браться за какие-то дела, и они закончатся так, как и вы пожелаете. Если пролить молоко на одежду, это укажет на то, что данного человека ожидает материальный достаток и приятное знакомство. Ну а если разбить емкость с молоком, эта примета указывает на то, что в ваш дом придут хлопоты, денежные проблемы и неудачи. Если вы наливали молоко в чашку и в ней возникли пузыри, это указывает на то, что вас ожидают приятные денежные пополнения. Еще одним энергетически сильным продуктом является яйцо. Оно способно помогать человеку избавиться от негативных энергий, неприятных событий, трудного жизненного этапа, а также порчи с глаза, проклятия и другого разрушительного негатива. Яйца обладают очень сильной энергетикой, их энергетическое поле похоже на биополе человека, поэтому яйцо, имея возможность передавать свои энергии, с легкостью способно выровнять его. Яйцо с давних времен ассоциировалось также с жизненной энергией, а также считалось символом чего-то нового, светлого и прекрасного. Купив яйца, обнаружив дома, что их меньше, чем вы их брали, знаете, это к предательству, измене или серьезному обману. Если вы взяли яйцо в руки, а оно упало и разбилось, это укажет на то, что вас ожидает серьезный выбор в жизни. Если у вас упадет и разобьется несколько яиц, это укажет на то, что возле вас находятся нечистосердечные люди, которые разрушают ваше биополе. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Подсолнечное масло также требует особого к себе отношения, иначе можно притянуть в дом нехорошие злые энергии. Если разлить его на пол, нужно вымыть обязательно соляным раствором, иначе в дом придут несчастья, которые коснутся в первую очередь хозяина дома. Но если разлить его на скатерть, это к затянувшимся денежным проблемам. Если масло пролили перед приходом гостей, значит кто-то из них старается вам навредить, и очень скоро вы это ощутите. Если масло пролить перед выходом на работу, это укажет на то, что вам стоит быть внимательным ко всем действиям, которые вы будете совершать на протяжении 3 дней. Иначе можете попасть в какую-то нехорошую ситуацию, из-за которой даже, возможно, лишитесь работы. И, друзья, как мы сказали в начале видео, очень важно говорить одни слова, когда вы покупаете продукты питания. Вообще очень важно при покупке продуктов питания, когда вы готовите, всегда благословляйте еду. Почему? Потому что
Таким образом, когда вы благословляете, вы тем самым таким образом наделяете определенной важной вот созидательной энергией те или иные продукты питания. Вы, когда, например, готовите еду, вы тем самым привносите в жизнь обогащение. И, конечно же, еда всегда во все времена являлась главным и, наверное, важным источником энергии. А слова, которые вы говорите, вы произносите, они создают энергии, которые вы и приумножаете. Поэтому, когда вы говорите именно это слова, то есть вы отдаете во Вселенную, и Вселенная это вам приумножает. Когда вы что-либо благословляете, это касается продуктов питания, потому что вы знаете, что продукты питания – это дар Божий. Вы тем самым увеличиваете, приумножаете все в своей жизни. И поэтому эти слова, о которых мы далее проговорим, обязательно напишите в комментариях для проработки и запомните, всегда говорите их, когда вы покупаете продукты питания. Можно говорить шепотом или про себя. Итак, слова звучат следующим образом. Это все мне во благо. Благодарствую и приумножаю. Еще раз. Это все мне во благо. Благодарствую и приумножаю. И вы увидите, как в вашей жизни те продукты питания, они всегда будут у вас в достатке. Да и жизнь ваша изменится. Помните об этом. Вот такой, друзья, очень важная и ценная информация мы хотели с вами поделиться. В комментариях обязательно пропишите «Это все мне во благо, благодарствую и приумножаю». А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.